В исходнике мы имеем натуральные губы с небольшим остатком перманентного макияжа. Эскиз я всегда начинаю рисовать с нижней губы. Вот здесь вот на нижней кайме очень хорошо прослеживается прерывистая линия. Эта сторона является наиболее кругленькой, а эта латеральная сторона такая достаточно прямая. Поэтому основная задача в этой работе это будет выравнивание этой небольшой асимметрии. Я работаю исключительно линейно. Ох, вот это я тут долго буду работать. Образовать небольшой крестик. То есть я делаю такой как бы небольшой, что ли, усик. На этом этапе я уже хочу его припудрить. Ну что, вот такой замечательный результат у нас получился. Надолго, конечно, пигмент тоже не стоит оставлять на губах, потому что он их будет лишний раз иссушивать. Всем привет! Меня зовут Анна Рынденко, я мастер студии Ольги Ханафи. Сегодня мы будем проводить работу перманентного макияжа губ в акварельной технике. Работать я буду новыми пигментами Ханафи в коллаборации с Юлией Васильевой. В исходнике мы имеем натуральные губы с небольшим остатком перманентного макияжа. Вот здесь вот на нижней кайме очень хорошо прослеживается прерывистая линия. При работе я буду это учитывать, так как пигмент здесь достаточно холодный. Мы начнем нашу процедуру с отрисовки эскиза. Для начала я посажу свою клиентку, найду центр губ, а также наивысшие точки арки Купидона. А уже основной эскиз я буду рисовать лежа. Для работы я буду использовать консилер. Я выбираю всегда плотные текстуры и, как правило, светлые. Сидя я себе уже поставила точки для будущего нашего эскиза. Для этого я выделила центральную линию, также выделила наивысшие точки арки Купидона, обозначила себе точку смыкания комиссур. Я это сделала для того, чтобы выровнять небольшую асимметрию, так как у нашей модели эта сторона является наиболее кругленькой, а эта латеральная сторона такая достаточно прямая. Поэтому основная задача в этой работе это будет выравнивание этой небольшой асимметрии. Эскиз я всегда начинаю рисовать с нижней губы. Для этого я в работе использую кисть с ровным прямым срезом и консилер. Консилер я предпочитаю брать светлее, потому что за счет этой контрастности я буду хорошо видеть любые намеки на асимметрию. То есть я так беру, приставляю кисточку и растягиваю, как бы втушевываю его в кожу. Мне кажется, что консилер выглядит сильно эстетичнее, чем, допустим, броу-паста. Или карандаш какой-нибудь цветной. Чашечку эту я сильно прямой не люблю делать. Мне нравится, когда у нее есть такой небольшой изгиб. Также в работе использую круглую кисть, с помощью которой я уже буду доводить эскиз до идеала и подчищать его с внутренней стороны. Сильно кожу губ я не растягиваю, так как можно получить при сильном натяжении достаточно кудрявую линию. Поэтому наша задача просто легонько расправить складочки. Так, все, и переходим на верхнюю губу. Верхнюю губу я всегда рисую с положения за головой, потому что я так хорошо вижу симметрию. Также здесь можно проверить нижнюю губу. У нашей модели достаточно острые арочки, но мы с ней хотим их сделать более мягкими, чтобы губки получились такими сексуальными. Что мы нарисовали эскиз консилером. На этом этапе я уже хочу его припудрить, чтобы зафиксировать. Для фиксации я использую детскую присыпку, наношу ее притаптывающими движениями и оставляю буквально на минутку. Для работы я буду использовать микс из 3 пигментов: номер 3, номер 2 и номер 5. Еще одна новая линейка в коллаборации с Юлией Васильевой. В ней 5 цветов, и они совершенно новые, уникальные. Похожих цветов в базовой линейке нет. Давайте посмотрим каждый оттенок отдельно. Номер 1 — пигмент под названием Джакарта. Такой теплый и яркий. Номер 2 — Union City. Посмотрите, какие 2 ярких оттенка. У них похожая составляющая, только в базе первого оттенка теплый цвет, а в базе второго холодный. Третий цвет под названием Лос-Анджелес. Посмотрите, какой красивый оттенок. Прям-таки цвет Барби. Посмотрите, какой необычный. Такого цвета в предыдущих линейках не было, но учтите, что он достаточно холодный. На практике мастера очень часто ищут похожий оттенок
Теперь палитре Ханафи такой представлен. Номер 4 — Стамбул. И это самый яркий пигмент из данной линейки. Теплый, насыщенный цвет. Это самый темный оттенок за счет того, что в нем есть небольшое количество серого. Пигмент номер 5 — Аликанте. Номер 5 как будто бы похож на пигмент номер 9 из базовой линейки, но он немного теплее. Но, кстати, номер 9 является достаточно популярным среди мастеров, поэтому этот цвет, я думаю, завоюет места в сердцах наших мастеров. Первый цвет в линейке Юлии Васильевой «Джакарта». Второй оттенок такой более холодный, ягодный, даже малиновый, можно сказать. А первый больше клубничный, на теплой основе. Пигмент номер 3 — Лос-Анджелес. Холодный розовый оттенок, очень нежный и свежий. Пигмент номер 4 — Стамбул. Чистый классический красный. Это гибридный пигмент, созданный для клиентов, которые любят насыщенность и яркость. Пигмент номер 5 — Аликанте. Нюдовый, терракотовый, теплый и нежный. Этот тон можно использовать как в чистом виде, так и в миксах. Палитра пигментов Ханафи для губ достаточно богатая и обширная. Она имеет большое количество оттенков и подходит для работы совершенно на разных губах. В работе я буду использовать и картриджи Ханафи, единицы, 30-ка, RL, LT. Приобрести их можно на сайте Ханафи, а также на маркетплейсах. Все ссылочки в описании. В работе я буду использовать машинку Mast P10. Это гибридная машинка, у нее ход иглы 3,5. И также она является такой машинкой достаточно мягкой, и с помощью нее можно сделать красивый прокрас на губах. Сейчас мы переходим к самому ответственному моменту. Мы будем фиксировать наш эскиз тоненькой линией. Под пальчик я ставлю ватный диск. Это для того, чтобы я не смазала наш консилер. И в уголочке начинаю по чуть-чуть такими возвратно-поступательными движениями. Такой тик-так фактически. Линия такая тонкая. Я никуда не спешу. Фактически не дышу. И возвращаюсь обратно. Я проверяю свою линию вот таким вот оттягивающим движением. За счет этого небольшого усилия происходит отток крови, и эта область начинает бледнеть и хорошо нам показывает линию. Вот здесь важно в центральной линии при смыкании этих двух латеральных частей образовать небольшой крестик. То есть я делаю такой как бы небольшой, что ли, усик, который продолжает мою линию. И в центре у нас такой образуется крестик. Если его не сделать, то очень часто при заживлении вот здесь вот получается впадинка. Поэтому я бы советовала учитывать этот момент и пользоваться этим лайфхаком. В процессе работы я проверяла свою прямую линию, поэтому я уверена в том, что там все красиво получилось, а значит, я могу переходить к следующему этапу.
прокрашивать верхнюю губу полностью. Я это буду делать быстрыми и легкими движениями. Мне это нужно больше для того, чтобы поранить кожу и использовать уже вторичную анестезию. Тут я работаю хоть и разряженными штрихами, но все равно с нахлестом примерно в 50%. Я уделяю большое внимание приконтурному пространству. Пока направление моего штриха не меняется, я работаю исключительно линейно. На втором проходе я уже буду позволять себе менять его направление. Рекомендую сразу не смывать пигмент, пусть он немного полежит. Это повышает красящую способность. Вот я сейчас примерно дойду до серединки, и только тогда аккуратным движением стяну остатки пигмента вниз. Надолго, конечно, пигмент тоже не стоит оставлять на губах, потому что он их будет лишний раз иссушивать. А нам этого совсем не нужно. Мы сделали первый проход, теперь я буду использовать анестезию. Вторичную анестезию я беру Ханафи. Беру ее и наношу небольшое количество ватной палочкой. Предупреждаю клиента, что она немного будет пощипывать, а затем сверху накладываю пленочку. Далее перехожу к нижней губе и делаю все то же самое. Когда я прокрашиваю комиссуру, я всегда помню о том, что наш уголочек должен как бы сходить на нет. Они должны соприкасаться в одной точке, но они не должны как бы обводить рот, чтобы не получился эффект клоунского рта. Когда я прокрашиваю уголок, я стараюсь его вывести в плоскость. Бывает, мастера часто делают валик вот таким вот образом, то есть они защипывают вот этот участок и на бортике как бы совершают свою работу. Но мне неудобно. Поэтому я всегда его как бы фиксирую ватным диском, оттягиваю на себя большим пальчиком и средним немножко в сторону вывожу. И таким образом получается плоская поверхность, на которой гораздо удобнее работать. Мы зафиксировали контур на нижней губе, и теперь аналогично верхней делаем быстрый проход по всей площади губы. Начинаю я с серединки, так как серединка сложнее всего прокрашивается. Губку я тут тоже в центре как бы вот так вот немножко опускаю вниз и вывожу в такую плоскость, потому что сама губа по себе объемная, и работать на ней не очень удобно. А вот так вот ее стягивая вниз, получается очень удобная зона работы.
Сейчас мы переходим к основному второму проходу. Здесь я уже условно делю губы на сектора и медленно прокрашиваю небольшими блоками губки. Заход у меня примерно 80/30. На втором проходе мне нравится двигаться от уголочков к медиальной части, потому что, на мой взгляд, так отек будет на губах распределяться равномерней. Также во время процедуры я всегда прошу клиента сомкнуть губы, так как площадь моей поверхности будет гораздо устойчивее, я смогу лучше контролировать свою работу. Также для получения равномерного отека эту технику можно использовать наоборот. То есть не от комиссуры к арочке идти, а наоборот, от арочки к комиссуре. Расстояние между моими пальцами всегда небольшое. Благодаря этому я хорошо чувствую вибрацию кожи и понимаю глубину своего прокола. Лишний раз стараюсь губы не протирать, дабы предотвратить появление отека. В акварели мне нравится эффект, когда у приконтурного пространства такой более плотный прокрас, а к слизистой штрих становится более разряженным и воздушным. За счет этого у нас получается такой объемный 3D-эффект. На втором проходе я уже могу позволить себе менять направление своего штриха. Я делаю их, как правило, перекрестными. Могу так один штрих наслаивать на другой. А также у приконтурной зоне я могу делать такие как бы барашки. Также, если бы на губках у меня был либо шрамик, либо гранулы Фордайса, я бы тоже задерживалась на этих участках именно на этом этапе. И также работала бы круговыми движениями. Когда прокрашиваем уголок, штрихи у меня идут как бы веером. То есть они выходят из одной точки и рассекаются как бы такими лучиками. Благодаря этому работа в зоне комиссуры выглядит очень нежной и аккуратной. Наношу вторичную анестезию на нижнюю губку. И сверху накрываю пленочкой. В это время пока дорабатываю верхнюю губу. Сейчас я хочу под верхнюю губу поставить валик для более лучшего натяжения. Этот валик поможет мне расправить губку, благодаря чему я не буду лишний раз губу травмировать. Также валик можно поставить, например, под нижнюю губу, когда у клиента глубокий прикус. Вот гиалуроновые, кстати, губы не требуют, в принципе, вот этих валиков. А когда губки свои, красивые, натуральные, их хочется расправить. Сейчас я делаю второй проход по нижней губе. Все это время я работала единичкой, но на уже третьем проходе я возьму пучок. Мне нравится диаметр иглы 30, потому что он достаточно универсальный. Но, допустим, когда ко мне клиентка приходит с очень пухлыми губами, я, глядя на них, думаю, ох, вот это я тут долго буду работать, то тогда я, конечно, возьму диаметр иглы 35. За счет того, что прокол будет толще, губы прокрасятся быстрее. На этом этапе я беру пучок.
Ну что, мы закончили нашу работу над губами. Теперь завершающим этапом я буду наносить консилер для того, чтобы фотографии получились красивыми и сочными. Ну что, вот такой замечательный результат у нас получился. А я напоминаю, что мы работали новым сетом Ханафи в коллаборации с Юлией Васильевой. Всю информацию о пигментах вы найдете в ссылочке под видео. Также у нас на канале вышло новое видео, где мы разбираем все губные линейки Ханафи. Поэтому обязательно переходите, смотрите и пробуйте для себя новые губные оттенки. Все ссылки на покупку пигментов будут в описании под видео. А также не забывайте подписываться на наш канал и следить за новыми видео. Желаю всем хороших и красивых работ. Пока-пока!